Наконец-то пришло время оживить нашего беличьего персонажа. Первое, что нужно сделать, это воспроизвести сценарий Squirrel Rig Pie. Это включит наш слой Rig, и мы сможем легко скрывать группы костей. Ты можешь продублировать наше действие набора клавиш и создать новое действие, которое мы называем 01 Run Cycle, а затем дважды проверить наши настройки, зайдя в меню редактирования в верхней панели «Настройки, анимация» и проверьте, включена ли единственная доступная вставка. Это переопределит наш обычный автоматический набор ключей, убедившись, что у нас нет никакого ключа, который будет записан, если не существует ключевого кадра. Если я пошевелю этим контроллером настройки коленного сустава, ты увидишь, что автоматическое управление включено. Но Blender только записывает ключевой кадр местоположения для этого контроллера. Таким образом, наш редактор действий чист в вводе клавиш, но вдобавок ко всему, мы все еще можем использовать определенный набор клавиш. И я включу весь набор клавиш персонажа. Таким образом, когда я нажимаю клавишу I, чтобы вставить ключевой кадр, Blender включит все контроллеры моего персонажа. И это делается поверх единственной доступной опции, которую мы установили в настройках. Когда мы блокировали анимацию прыгающего мяча, я посоветовал тебе включить все контроллеры. И вот почему. Я быстро заблокирую поворот сменой положения ноги. Наш маленький друг поворачивает свое тело, чтобы посмотреть вправо, и он также соответствующим образом двигает ногами. На протяжении большей части анимации его правая передняя нога остается на земле и меняет положение только в самом последнем кадре. Здесь я заблокировал эти три позы, только используя контроллер, который я использую. Это выглядит великолепно в пошаговом режиме, но как только я переключусь на сплайн, правая передняя нога будет интерполироваться с самого первого кадра до последнего. И это выглядит совсем нехорошо. И мне придется переместить ключевой кадр, вставить новый ключевой кадр и так далее. В то время как если я вставлю ключевой кадр для всего персонажа в каждой основной позе, я получу лучшее поведение. И правая передняя нога будет перемещаться только с кадра 20 на кадр 30. Так что ты можешь подумать, что это не имеет большого значения. Но поверь мне, если у тебя есть такого рода проблемы со всем персонажем на каждой ноге, это будет больно. И если у тебя такая же проблема со всем контроллером, головой, бедрами, это будет кошмар. Так что включи все свои контроллеры на этапе блокировки. Второй шаг – изучить ссылки. Ты найдешь ссылку на это в документации. Очень важно смотреть как можно больше ссылок, и, честно говоря, в настоящее время на YouTube не так сложно найти хорошие ссылки на животных. Я думаю, ты уже знаешь, что я собираюсь показать здесь, так это то, что тело белки похоже на прыгающий мяч. Раздавленный, когда он находится на земле, и как только он поднимается в воздух, он растягивается. По сути, сначала появляется грудь существа, а затем подтягиваются бедра. Поэтому при подготовке анимации вы должны постараться увидеть персонажа как единое целое. Посмотри на изгиб, который образует тело, например. Как только у тебя есть широкая деталь, ты должен перейти к более мелким деталям. Посмотри, как передние лапы появляются в нужное время. Это всего лишь 1 или 2 кадра разницы, но это сделает вашу анимацию намного лучше, чем если бы оба конца появлялись в одно и то же время. В анимации, когда мы получаем что-то симметричное или что-то происходит в одно и то же время, мы называем это двойничеством. И это то, чего тебе всегда следует избегать, если это не делается специально. Если ты изображаешь Халка, бьющего по земле обеими руками, ты хочешь, чтобы они оба ударились о землю одновременно. Это передаст удар и силу. Но в случае с нашей белкой, посмотри, как нарушение симметрии выглядит намного естественнее. Слева персонаж выглядит жестким, справа он выглядит намного лучше. Так что не забудь избегать двойников как по времени, так и по форме, и давайте начнем. Я не знаю, сколько фреймов мне нужно будет блокировать или как долго будет прыжок, но я начну с выравнивания ног с землей. Одна классная функция заключается в том, что как только я расположу одну из ног, я могу выбрать ее и нажать Ctrl+C, чтобы скопировать ее позу. И вы получите скопированное сообщение Pose to Buff в нижнем колонтитуле Blender. Если я сейчас нажму Ctrl+Shift+V, я автоматически вставлю зеркальную позу на другую ногу. Это ярлык, который я собираюсь часто использовать. Оттуда я начну принимать позу толчка,
когда наш персонаж готовится к прыжку. Так что у меня есть мое эталонное изображение на втором экране. Поэтому я приглашаю тебя всегда держать его открытым и попытаться найти кадр, где белка готовится к прыжку. Его тело должно быть очень сплющенным, а корень туловища почти горизонтален по отношению к земле. Начиная с задних ног, я слегка поворачиваю стопу к внешней стороне тела. Таким образом, я нарушаю симметрию как сбоку, так и спереди. Тогда я передвину его передние лапы прямо между задними. Я также нарушаю симметрию, выставляя одну переднюю ногу чуть больше вперед, чем другую, одну чуть более приподнятую, чем другая. Тогда нам нужно сжать все тело, вращая регулятор груди и регулятор бедер. Ты также можешь слегка переместить их в сторону центра тяжести персонажа. Просто представь своего персонажа как коробку, и эта коробка должна содержать самую тяжелую часть персонажа — грудь и бедра. Голова и хвост уравновешивают друг друга, и если мы проведем прямую линию в середине этой позы, мы сможем увидеть, что наши ноги более или менее обрамляют эту точку соприкосновения между вертикальной линией и землей, предлагая сбалансированную позу нашему персонажу. Блокируя персонажа, ты всегда должен начинать с самой крайней позиции. Поэтому я сейчас заблокирую позицию в воздухе. Я начинаю с перемещения корневого контроллера на половину длины прыжка. В этом случае я перемещаю его на 30 см вперед, а затем я буду использовать контроллер торса, чтобы поднять персонажа. В большинстве случаев вы будете использовать корневой контроллер только для перемещения вашего персонажа по оси Y и X. Когда я выполняю цикл бега или ходьбы, я обычно справляюсь с этим, не перемещая корневую кость, как если бы персонаж был на беговой дорожке. Но немного сложнее прочитать форму прыжка. Поэтому на этапе блокировки мы будем использовать то, что мы называем корневым движением. И когда анимация будет закончена, мы избавимся от этого корневого движения, чтобы наш персонаж прыгал, не двигаясь вперед. Таким образом, будет намного проще использовать его в качестве цикла запуска, и нам просто нужно будет переместить корневую кость туда, куда мы хотим в нашей сцене. Не волнуйся, если у тебя не получится прямо сейчас, мы сделаем это вместе позже. Возвращайся к нашей воздушной позе. Ты видишь, что я слегка растянул тело. Так что я отменил вращение на бедрах и груди, а затем восстанавливаю их вручную. Так что это то, что я советую тебе делать, когда у тебя нет серьезных изменений в позе. Ты выбираешь контроллер бедер и груди и нажимаешь Alt плюс R и Alt плюс G, чтобы избавиться от любого вращения, которое было записано в предыдущей позе. А затем ты сам создаешь новую позу. Блокировка новой позы от нейтральной подтолкнет тебя правильно взглянуть на свою ссылку и заставит тебя поработать над формой новой. Задние ноги направлены к исходной точке, в то время как передняя нога толкается вперед, чтобы поднять все тело в воздух. Как передние, так и задние ноги в настоящее время направлены внутрь. Это сохраняет баланс и аэродинамичность персонажа. Ты можешь использовать тяговую мишень и контроллер вращения, чтобы зафиксировать локти и колени своего персонажа. Не забудь потереть между первой и второй позами, чтобы как бы почувствовать движение. Затем, чтобы улучшить позу, я еще больше растяну своего персонажа и немного перестрою бедра и хвост. Во время стадии блокировки довольно сложно изобразить перекрывающее движение хвоста. Вот почему я просто работаю с самым первым контроллером хвоста. Мы можем работать над продолжением хвоста во время детализации блокировки или даже во время полировки анимации. Чтобы закончить блокировку этой экстремальной позы, мне придется угадать положение приземления. В экстремальной позе в воздухе я установлю положение корневой кости на минус 0,3 и продублирую все клавиши на нулевом кадре и перенесу их на кадр 10. Поскольку положение корня в воздухе по оси Y было минус 0,3, я установлю посадку на минус 0,6 в 2 раза больше.
Теперь я просматриваю ключевой кадр, чтобы почувствовать движение, и я чувствую, что должен быть немного дальше. Так что мне просто нужно выбрать корневую кость, и на пятом кадре я попробую 0,4. И теперь я чувствую, что мне нужно немного изменить эту позу, чтобы сделать персонажа немного более горизонтальным. Так это что-то важное. Не стесняйся пересматривать свою блокировку. Стадия блокировки – самая важная стадия. И если ты не сделаешь это должным образом, если ты не потратишь время сейчас, ты будешь страдать еще больше на этапе полировки. Теперь я могу сдвинуть свою корневую кость в положение минус 0,8 на посадочной раме, и теперь мне кажется, что белка прыгает слишком далеко для меня. Поэтому я попытаюсь найти среднее между 0,35 и минус 0,7. По сравнению с эталоном, наша белка делает довольно большой скачок, чтобы двигаться вперед, но анимация не обязательно копирует реальность. Это преувеличение. И это приведет нас к краху. Это все равно, что сделать карикатуру на движение. Когда ты делаешь карикатуру, ты пытаешься найти классные черты лица и преувеличить их. Мы делаем то же самое здесь с движением. В следующем видео мы начнем добавлять разбивки, чтобы детализировать блокирующую анимацию нашего персонажа.